Привет, это Оля, и сегодня я хотела бы поговорить о такой необычной фразе, как "Done is better than good", что дословно переводится "сделано лучше, чем хорошо". Звучит странновато, да, но на самом деле она очень сильно повлияла на мою продуктивность, то, как я делаю дела, и очень мне помогает. Я прочитала о ней в книге Big Magic Элизабет Гилберт. Вот, я покажу вам эту книгу. Элизабет Гилберт наиболее известна по книге «Есть, молиться, любить». Так вот, в этой книге она рассказывает то, что наше стремление сделать все хорошо, считая идеально, увеличивает шансы того, что мы не сделаем практически ничего, просто до небес. И сделано сегодня в 99% случаев лучше, чем сделано хорошо, но потом. Потому что потом обычно не наступает. Очень много прекрасных планов, идей и стремлений заканчиваются так и не начавшись, или их конечная версия не видит свет, потому что люди обычно считают, что их творения недостаточно хороши. Например, им нужно побольше поучиться, постараться, что-то еще узнать, что-то вот тут подделать, прежде чем уже наконец доделать. Но если вы хотели всегда создать свой блог, или начать выкладывать свои фотографии, создать свой бизнес, печь пироги в конце концов, то самое время делать это сейчас и сделать. Например, видели ли вы когда-нибудь студента, который бы сказал: "Я совершенно готов сдавать экзамен, вот прям хоть сейчас могу пойти и сдать"? Я лично нет. Они обычно бегают с выпученными глазами и говорят: "Ну почему экзамен уже завтра? Вот если бы у меня был еще один день, я бы точно все доучил". Я иногда так делала. Но у них нет этого дня. И они прекрасно идут и сдают. И в большинстве случаев все благополучно получается, они в этом забывают и идут дальше, впереди новые экзамены. Я думаю, многие согласятся со мной, что в самоорганизации одно из самых сложных – это именно завершать дела. Но это же и самое важное, потому что иначе в чем тогда вообще весь смысл наших усилий? Возможно, вы скажете: прокрастинация всему виной. Но перфекционизм, о котором я говорю, это одна из самых главных причин прокрастинации. Перфекционисты уже заранее решили, что их творение никогда не будет их удовлетворять. Полно людей, которые уже делают эти вещи замечательно, лучше многих, и не стоит даже и начинать, наверное. Но самая коварная вещь насчет перфекционизма – это то, что в современном мире он преподносится как добродетель. Многие, приходя на собеседование на работу, даже гордятся им и говорят: "Я перфекционист, я не успокоюсь, пока моя работа не будет сделана идеально". Но на самом деле перфекционизм – это не что иное, как модный вид страха. Это как страх в норковой шубе и на каблуках, который на самом деле внутри кричит: "Я недостаточно хорош и никогда не буду достаточно хорош". Я верю, что очень важно завершать свою работу. И иногда лучше оставить ее так, как есть, и сделать сейчас, чем постоянно переделывать и никогда так и не сделать. Сделать и двигаться вперед с легким сердцем. Простое выполнение чего-то уже достаточно. Это уже вполне очень даже достойное явление само по себе, потому что редкое. Посмотрите вокруг, полно доказательств того, что люди ничего не заканчивают. И здесь меня очень вдохновил рассказ Элизабет Гилберт о том, что она известная писательница, и большинство ее книг содержат в себе ошибки, и нестыковки сюжета, и неразвитые персонажи. Она уверяет, что могла бы несколько часов провести, рассказывая нам, что в них не так. И вот, в частности, одна из последних ее книг «Происхождение вещей». Когда она ее написала, и книга уже почти была готова к изданию, она обнаружила, что один персонаж лишний. Просто ни туда, ни сюда. Но, поразмыслив над этим всем, она приняла решение оставить все как есть.
Работа была проделана над книгой очень большая, и исправление ее с самого начала заняло бы очень много времени, а в конце вообще могла бы получиться другая история. И она решила, что ее книга уже достаточно хороша. И что произошло? Ничего, ее книга была прекрасно принята критиками и читателями. И здесь я хотела бы поделиться своей историей, которая произошла у меня несколько месяцев назад, вот под вдохновением от книги Big Magic. Мы с подругой организовывали семинар об эффективной постановке целей, и уже все было готово, все запланировано. И тут я узнаю, что есть такой веб-сайт meetup.com, на котором люди создают группы и собираются по интересам. И я понимаю, что для нас это прекрасная возможность найти вот именно целевую аудиторию, которой будет интересен и этот наш семинар, и дальнейшие, которые мы планируем организовать. Но времени остается всего несколько дней. Я живу в Канаде, в Торонто, в англоязычном городе. И хотя я считаю, что у меня очень хороший английский, собственно говоря, и семинар у нас тоже на английском, обычно, когда я пишу какие-то статьи, которые будут опубликованы в публичных источниках, в соцсетях, по работе, я отправляю их на проверку редактору. Потому что даже если редактор иногда и не находит там каких-нибудь грамматических ошибок, она часто дает советы, как изменить структуру текста, как что делать. Мой внутренний перфекционист всегда заставляет меня это делать, потому что я же не могу опубликовать текст, где будут хоть какие-нибудь мелкие ошибочки. Что же люди подумают? Но обычно это занимает время. Я ей отправляю, она проверяет, высылает, мы обсуждаем. И сейчас у меня этого времени нет. И я решаю просто взять и сделать так, как будет. И я просто села вечером, создала группу, написала полностью описание, приглашение на наш семинар, подобрала все картинки и фон, что обычно у меня занимает кучу времени, и опубликовала. И за 2 дня ко мне записалось в группу 160 человек. Я была поражена. Сейчас в моей группе уже, по-моему, больше 370. И никогда ни один из них не сказал мне, что ты знаешь, у тебя там что-то в описании написано не так. Хотя я уверена, что вполне вероятно можно было бы что-то подправить, потому что я даже не смотрела больше этот текст, я оставила его так, как есть. Мне очень нравится высказывание Лиз Гилберт на этот счет. Возможно, вы хотите, чтобы ваша работа была идеальной. Я же хочу, чтобы моя была законченной. И с тех пор это стало моим девизом. И это же помогло мне записать сегодняшнее видео для YouTube. Возможно, уже даже через месяц я смогу сделать намного лучше. Я привыкну говорить перед камерой, я научусь лучше монтировать, добавлять какие-нибудь спецэффекты. Но сегодня я могу вот это. И я старалась, я готовилась, чтобы сделать лучшее из того, что я могу сегодня. И я верю, что не стоит жертвовать вот этим месяцем или 2, пока я смогу сделать идеально ради сегодняшнего дня. Ведь очень важно также видеть и результаты своего труда. Очень легко просто остановиться и не довести дело до конца. А для меня это очень важно, потому что у меня есть очень много, чем я хочу поделиться и о чем рассказать. Я надеюсь, что мое видео вдохновит и вас на какие-то новые достижения или свершения. И если есть дело, которое вы откладывали уже несколько месяцев, это прекрасный повод взять и начать его делать прямо сейчас. И сделать. Если вас заинтересовали эти идеи, я очень рекомендую вам почитать книгу Big Magic Элизабет Гилберт. Скоро она должна выйти в России. Или если вы владеете английским языком, уже сейчас вы можете послушать ее на сайте audible.com совершенно бесплатно в течение 30 дней. Я оставлю ссылку внизу. Начните завершать дела, и ваша мотивация взлетит просто на невероятный уровень. И когда вы увидите вот эти свои первые свершения, это придаст вам такую силу и уверенность в себе, что вы даже сами удивитесь тому, что вы можете.
Спасибо, что смотрели. Пока.